Компания Шкода на специальной презентации в Москве представила обновленный кроссовер Кодиак для российского рынка. Одновременно были раскрыты технические подробности, комплектации и информация о ценах. Автомобиль подорожал на 29-59 тысяч рублей в зависимости от комплектации. Теперь цены стартуют с отметки в 1 миллион 961 тысячу рублей. Основные изменения произошли в дизайне экстерьера. Обновленный Кодиак можно отличить от дореформенной модели по новому переднему бамперу с L-образными вставками. Задним фонарям с сложной графикой, в дорогих версиях они с динамическими поворотниками, другому капоту, модернизированной шестиугольной решетки радиатора, которая теперь ставится более вертикально, и зауженной оптики. В список стандартного оснащения вошли светодиодные фары, а в дорогих комплектациях предусмотрены матричные. В салоне стоит другой руль с двумя спицами. Он появился у Кодиака еще в прошлом году. У виртуальных шкал слегка пересмотрена графика, а фоновая подсветка расширена. Она теперь освещает карманы в дверях и пространство для ног. Еще появились новые декоративные вставки и контрастная прострочка на передней панели и дверях. Если европейцам компания предложила свежую линейку двигателей, относящихся к поколению Ива, то у нас моторная гамма не изменилась. Единственное отличие состоит в том, что теперь 150-сильную версию 1,4-литрового двигателя TSI можно будет получить только шестиступенчатым роботом, тогда как у дореформенного кроссовера этот агрегат сочетался с механикой и полным приводом. Начальная комплектация «Актив» стала богаче и теперь включает светодиодные фары вместо галогенных, противотуманки, а также кнопки на руле. Еще автомобиль комплектуется 4 подушками безопасности, двухзонным климат-контролем, подогревом передних сидений, электромеханическим ручником и 17-дюймовыми дисками. Среди опций есть аудиосистема Bolero и функция беспроводного подключения SmartLink. Версия Ambition имеет передние и задние датчики парковки с функцией автоторможения, датчик света, задние фонари с динамическими указателями поворота и приветственной анимацией, а также 18-дюймовые колесные диски. Начиная с этого уровня оснащения, впервые стали доступны полностью светодиодные матричные фары с несколькими режимами работы для разных ситуаций и погодных условий. Помимо всего перечисленного, такому Кодиак положена аудиосистема Canton с 12 динамиками и сабвуфером. Комплектация Style. Это адаптивные матричные фары и светодиодные противотуманки с функцией подсветки поворотов, серебристые рейлинги, дополнительный хромированный декор, наружные зеркала с электроприводом складывания и автозатемнением, система бесключевого доступа, светодиодная подсветка салона, водительское кресло с электроприводом и памятью, цифровая приборная панель и система выборов режимов движения. Помимо перечисленных версий, производящихся в Нижнем Новгороде, Кодиак будут поставлять к нам напрямую из Чехии в исполнении Sportline и Laurin & Clement. Заказать их можно только с двигателем 2 литра TSI 180 лошадиных сил, роботом DSG и полным приводом. В Kodiaq Sportline входит оснащение версии Style, но сюда добавлена система контроля слепых зон, обогрев руля, лобового стекла и задних сидений. Установлен рулевой механизм с переменным передаточным отношением. Внешне Sportline отличается измененным бампером, увеличенным спойлером на пятой двери, 19-дюймовыми колесами и черным декором вместо хрома. В салоне есть вставки под углепластик, металлические накладки на педалях и спортивные передние кресла, обитые тканью и кожзамом. Исполнение Laurin & Clement стало самой топовой комплектацией. Такой кроссовер имеет 19-дюймовые колеса, увеличенный спойлер на корме и рулевой механизм с переменным передаточным отношением. Но декоративная отделка кузова хромированная. Салон украшен под дерево, а оснащение включает кожаный салон, электропривод и вентиляцию передних сидений, трехзонный климат-контроль, коленную подушку безопасности водителя, камера кругового обзора, аудиосистему Canton, электропривод пятой двери, адаптивный круиз-контроль и автопарковщик. Производство обновленной Шкоды Кодиак начнется в ближайшее время на заводе в Нижнем Новгороде, а у дилеров рестайлинговый кроссовер должен появиться до конца осени. Какой Кодиак вам больше нравится? Обновленный или дореформенный? Напишите свое мнение в комментариях. Также не забывайте подписываться на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и быть в курсе последних событий автоиндустрии.